Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про алименты. Наконец-таки я добралась до этой темы. У нас недавно пробежала информация о том, что алименты хотят увеличить до 75%. Я сегодня буду об этом говорить, что решают периодически, как улучшить ситуацию демографическую, и пришли к мнению, аллилуйя, что нужно запретить разводы. Но разводы сейчас запретить не могут, поэтому будут действовать экономически. И мужчины на это говорят: спасибо, я как-то без жены и без ребенка побуду, да, то есть, ну какое здесь улучшение? Здесь будет только ухудшение ситуации, мужчины просто вообще не будут вступать в брак и обходить всю эту ситуацию с семьей. Мужчин нереально возмущает вся история просто с алиментами. Называется «Как не дать спокойно жить мужчине». Исследователи, которые задавались вопросом, как создать идеальное общество, критиковали капитализм, в котором мы сейчас живем. Мыслитель и философ Жан-Жак Руссо говорил о том, что люди рождаются свободные, а крупнейшие мировые цивилизации со своими законами являются искажением. Система эксплуатации выработалась таким образом. Современный человек становится все более отчужденным, озабоченным своими проблемами. Живя в обществе, мы приобретаем безопасность, но тем самым иногда можем лишиться вот этой свободы взамен на какие-то товары, которые сейчас нам предлагают. Так вот, Жан-Жак Руссо считал, что вот эта вот замена этой свободы на вот эти вот товары как раз уводит человека от кто он есть на самом деле и вообще что такое жизнь. И Жан-Жак Руссо ввел даже такое понятие, как идеал благородного дикаря. Это человек, не испорченный цивилизацией, человек с врожденной добротой, с моральным превосходством, и с помощью географических открытий он увидел, что люди могут существовать без социальной иерархии, без классового вот этого вот распределения. Вообще есть еще такой момент, что людей отвлекают от того, что происходит на самом деле. Как это делают? Людям бросают какую-то информацию, людям кажется, что это что-то глобальное, они между собой это обсуждают. Да, и на фоне этого что-то происходит, какие-то события. Ну, например, вот это вот резкое повышение цен. Я уже как-то говорила, да, люди за этими ценами не поспевают, поэтому какое-то количество мужчин, в принципе, уже дают себе оценку в том, что они семью иметь, ну, по крайней мере, да, на данный момент, сколько они зарабатывают, просто не в силах уже. В этом катастрофа. Капитал богатых людей просто бьет рекорды. Даже сравнить 10 лет назад, с каким состоянием был богатый человек, считался, и сейчас, например, это две разные вещи. Что ж, это было мое такое уже фирменное вступление. Перехожу непосредственно к алиментам, к теме алиментов. И в 2025 году в России должна вроде бы как заработать система вот этих вот алиментчиков, скажем так. Для начала нужно понять, зачем сейчас мужчине создавать семью и вступать в брак. Нужно просто объективно, вот я за семью просто на 100%. Но объективно, если брать, то все вот эти вот антисемейные законы, это как кот в мешке такой, да, и скорее всего все-таки кота не вытянет мужчина, и там будет пусто, да, то есть мужчины сами говорят, что это просто инвестиция в никуда, и ради чего мужчина тратил свое здоровье, и так мужчины в нашей стране живут гораздо меньше, чем женщины, ради чего он тратил свое время, свою жизнь, мы все сейчас так дорожим своим временем. Так почему бы тогда женщине тоже не встать на место мужчины? Но только, как правило, бывает, когда сам человек оказывается, что называется, в шкуре, да, ну и такое грубое слово, но вот оно подходит все там, ну, оказывается, тогда становится наиболее понятно, что ну, не хочется мужчине просто так куда-то. Причем самое интересное, что женщина,
Как это происходит? Да, вот мне в комментариях, я же часто беру из комментариев, это не просто, это жизни людей, реальность. Ну, это какие-то нечеловеческие уже условия становятся. Если взять мужчину, который зарабатывает 60 тысяч, хотят вести 75% этих алиментов, так он на 15 тысяч должен жить, что ли, получается? К примеру, если мужчина вот зарабатывает столько, как вообще реально вот можно на эти деньги существовать, при этом еще быть каким-то там счастливым, радоваться жизни, ни в чем себе там, ну, условно, да, не отказывать. Тут вообще, я не знаю, на хлебе и гречке можно просто сидеть. Ну, это нереально просто. Зачем вообще мужчине на это идти сейчас, если он бесправный просто фактически? Что, скорее всего, случится развод, что он должен будет снабжать алиментами не только ребенка, но и вот мужчин же тоже возмущает то, что ну, нету вот этой регулировки трат женщин, да, пожалуйста, сделайте список. Мужчина хочет быть уверен, что его алименты идут не на красоту женщины, не на какую-то там косметику или что-то там, что женщина может себе покупать, на какие-то ее личные расходы, а конкретно на ребенка. Пожалуйста, отчет в течение месяца. Но этого же нету. Предлагают, например, у ребенка есть своя карточка. Ну, как вот в банке, например. Есть же детские карточки. Почему не сделать детскую карточку, на которой будут вот эти вот самые алименты, да, но для ребенка это будет все отдельно. И потом, например, почему мужчина должен оплачивать эти алименты, если, к примеру, он не хотел разводиться, эта женщина захотела развестись. Ну, то есть, ну, какие-то странные. Зачем мужчине ребенок, если его отберут? А потом ты же не знаешь, как женщина воспитает твоего ребенка. Может быть, вот меня тоже бы как мужчину не устроило бы то, как растет мой ребенок. Но я как мужчина с такими правами ничего не могу с этим поделать. Сейчас будет эти 75% алиментов, я тоже должен с этим согласиться. Условно, воспитание ребенка это непросто, и надо сказать, что это недешево. Но мужчины говорят, пожалуйста, если женщины часто жалуются на то, что это очень сложно, так отдайте нам ребенка. Я знаю много мужчин, которые хотят детей, которые любят детей, которые с удовольствием бы сами воспитывали ребенка. И в том числе, если даже случился развод, мужчина поддерживает ребенка, мужчина систематично хочет видеть его, подарки там, ну не знаю, но я уже молчу про то, что мужчины там и квартиру покупают жене, и машину там, и так далее, да, но все равно потом происходят какие-то проблемы с тем, что какие-то условия там, что женщина начинает ставить, да, но здесь понятно, что когда вот так вот происходит, то людям сложно договориться, один не может верить другому человеку, что он поступит порядочно и по-честному. Вот, к примеру, случай: мужчина вахтовым способом работает, жена в это время нашла другого, а алименты он должен платить все равно. Ну как это так? Да, то есть это вина самой женщины, она развалила семью. Почему мужчина-то остается в таком вот положении? Нужно нести ответственность, отвечай, тогда сама содержи, не рассчитывай на другую помощь, если ты виновата. Таким образом выработается система у женщин, что семью просто так выйти из брака, это будет с большими проблемами. Нужно будет 300 раз подумать перед тем, как заговорить вообще о разводе. Некоторые мужчины вот говорят, что вместо того, чтобы повышать алименты, лучше бы ДНК реально сделали, потому что в этом вопросе, я вот тоже мужчин понимаю, полная неразбериха абсолютно. Это, конечно, сейчас тоже катастрофа в этом деле, как сейчас может быть неверная женщина, мужчины просто опасаются, что они воспитывать будут, даже не то, что воспитывать, да, у некоторых просто нет такой возможности,
что они будут платить еще эти алименты за чужого ребенка. Поэтому мужчин, это, конечно, история просто возмущает. Мне вот мужчины тоже в комментариях пишут, как периодически они либо слышат какие-то разговоры, когда женщины обсуждают вот эти алименты. Ну, женщины просто в открытую говорят, что они могут, если у мужчины хорошая зарплата, у них сразу в голове возникает, что они могут таким образом жить, да, вот на эти алименты. Это не секрет, и для многих мужчин это тоже не секрет. Вон недавно мне комментарии написали, что две молоденькие девушки на самокате ехали, одна другой там говорит с таким восхищением: ты представляешь, вот она там получила столько-то, столько-то от мужчины, там, я уж не помню, в качестве алиментов или, ну, там, при разводе, вот эта вот вся дележка имущества. Ты представляешь, как вот оказывается, да, можно? Ну, конечно, можно, да, и все прекрасно знают это. Но это же вот сам подход, и он просто возмущает мужчин. И вся вот эта вот история с алиментами выглядит так, как будто мужчина покупает машину, он проходит ТО, он ее полностью содержит, а потом случается развод и продолжает кататься на этой машине женщина. Женщины просто перестали ценить мужчин, перестали ценить брак как таковой. Ой, знаете, я тут вот, когда стала углубляться во все это, вот узнаешь все больше и больше эти законы, и как вот это вот, ну, понимаешь, что так много всего несправедливого. Вот это вот такая вот несправедливости много по отношению к мужчинам, конечно. Сейчас касаемо отношений, вот эта вот каббалистическая такая система, просто по-другому не скажешь, как еще сказать. Хорошие мужчины, они лучше будут жить одни. Поэтому женщины должны войти в положение мужчины, как объективно просто с такими мужчина может спокойно дышать. Знаете, есть у Хемингуэя хорошее произведение, называется оно «По ком звонит колокол». Вот, может быть, колокол уже звонит непосредственно по многим людям. А вот сейчас у нас печальная история во всех этих отношениях, алиментах и браке. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. Пока.